Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как я вязала этот шарф. Вот он такой цветной. Расскажу, как закрывала край, чтобы он не закручивался. Длина этого шарфа 160 сантиметров. Ширина 18 сантиметров. Заказчик заказал такой. Вязала спицами 5 миллиметров. Закрывала спицами 3 миллиметра. Объясню в конце, почему 3 миллиметра. Заказчик меня попросил этот шарф связать, потому что он его носит вот таким образом, сюда, вокруг шеи, и сюда. Вот таким образом. Значит, в зависимости от того, как вы хотите носить шарф, такой длины вы и вяжите. И насколько хватит пряжи. Можно вязать с учетом вот такой длины. Сначала на голову накидываем, потом вокруг шеи один конец и вперед. Затем второй конец. И тоже вперед. Так, закрутили. Если вам не нужно его на голову, вы можете просто завернуть и отложить на шею. А если нужно, вы опять надеваете на голову. Вариантов много. Поэтому, чтобы узнать длину шарфа, нужно вязать и на себя примерять, как вы будете носить. Вязать буду вот из такой пряжи. Я ее покупала в Германии. Не знаю, в России есть она или нету. Это альпака деграде. В 200 граммах 800 метров. Состав этой пряжи: 50% акрил, 25% альпака, 25% шерсть. Рекомендованные спицы и крючок 4 миллиметра. Но я вязала образец на спицах 5 миллиметров. Более воздушно получается. Раппорт узора должно делиться на 16 плюс 4 кромочных. Вы можете взять 2 кромочные, то есть одна кромочная с одной стороны и одна кромочная с другой. Я решила вязать 2 кромочные с одной и 2 кромочные с другой стороны. Значит, для образца я набираю 4 раппорта. Это получается 64 и плюс 4 кромочных. 68 петель. Петли набирайте удобным для вас методом. Я буду набирать от конца нити.
Сначала я набираю, как обычно, 2 петли. Затем беру крючок 3 миллиметра. Завожу крючок между петель и вытягиваю петлю. Опять между петель и вытягиваю. Итак, набираю 68 петель. Итак, набрала я 68 петель. Первую провязываю лицевой. Вторую тоже лицевой. Это у меня кромочные петли будут. Ставлю маркер. Далее 16 петель резинкой 2 на 2. 2 изнаночные. Две лицевые. 2 изнаночные. Изнаночные я вяжу классическим методом. Пятнадцать, 16. И ставлю маркер. Итак, через каждые 16 петель ставим маркер. И опять 2 изнаночные, 2 лицевые. Значит, 16 петель провязываем и ставим маркер. Заканчиваю я первый ряд. Значит, у меня здесь 2 кромочные. Далее раппорт 16, 16, 16, 16. И остались 2 последние кромочные. Нить перед работой и 2 петли снимаю, не провязывая. Второй ряд. 2 вместе провязываю лицевой, накид. И далее опять резинкой 2 на 2. Довязываю второй ряд. Остались 2 кромочные. Нить перед работой. 2 кромочные снимаю, не провязывая. Поворачиваюсь. И третий ряд. 2 вместе провязываю лицевой, накид.
И далее опять резинкой 2 на 2. Я вяжу третий ряд, а нужно всего провязать 7 рядов. Когда провяжете 7 рядов, мы с вами встретимся. Довязываю 7-й ряд. И перехожу к 8-му. 2 провязываем лицевой, кромочные. Делаем накид. Переносим маркер. Теперь берем дополнительную спицу, кто какой привык пользоваться. И 8 петель снимаем на дополнительную спицу за работу. Значит, мы петли будем снимать в нечетных раппортах. Вот первый раппорт. Вот он. Второй раппорт пропускаем. И ставим маркер в третий раппорт. То есть в нечетные раппорты. Значит, вот здесь накид не теряем. И теперь провязываем оставшиеся 8 петель. Причем в этот момент стягиваем. Иначе у вас будет большое отверстие. Одну стянули. Вторую стянули. Дальше уже по рисунку идем как обычно. Так, провязали. И теперь нам нужно провязать с дополнительной спицы. Кто-то может прям со спицы вязать. Кто хочет, можно переснять. Так, пересняли. Когда мы делаем перекрещивание, то сделать накид. А в изнаночном ряду мы будем его сбрасывать. Для чего это? Чтобы здесь сильно не стягивалось. И дальше вяжем снятые петли. Так. Изнаночные 2. 2 лицевые. Так, 2 изнаночные. Две лицевые. Так, провязали. Снимаем маркер. И у нас пошел четный раппорт. Четный раппорт мы не меняем. Но вот здесь стяните одну и вторую. Дальше вяжем резинкой, как обычно.
Так, дошли до следующего нечетного раппорта. Опять 8 петель снимаем за работой. Оставили за работой. И вот между раппортами стягиваем. Раз. Два. Дальше вяжем с обычным натяжением. И эти петли переснимаем. Так, пересняли петли. Здесь у нас перехлёст, значит, делаем накид и провязываем эти петли. Провязали. Значит, следующий раппорт начинается. Четный. Мы его провязываем без изменения. Единственное, что между раппортами стягиваем. И кромочные я снимаю. И вяжу первый ряд. Так, 2 вместе. Накид. Значит, этот раппорт мы вяжем как есть. Так, дошли до раппорта, в котором мы перекрещивали петли. Восемь. И вот у нас накид, что мы делали в предыдущем ряду. Мы его сбрасываем, не провязывая. Если бы мы не сделали накид, у нас бы здесь тянулось. А так будет расположено нормально. Так, вот видите, отверстие получается. Поэтому между раппортами подтягивайте. Так, дошли до первого раппорта.
Подтянули. Вот накид, и мы его сбрасываем. И заканчиваем ряд. 2 петли снимаем, нить перед работой и разворачиваемся. Мы провязали с вами первый ряд, а нужно провязать 7 рядов. То есть следующий ряд и до 7 включительно вяжем без изменения резинкой 2 на 2. Заканчиваю 7 ряд. Поворачиваюсь и вяжу 8 ряд. Так, вот мы на той стороне, где делали перекрещивание. Теперь я беру маркеры другого цвета и отмечаю четные раппорты. Вот второй у меня. Третий пропускаю. Вот 4. И в этих раппортах будем делать точно так же перекрещивание, как делали вот в этом месте. То есть нечетные раппорты провязываем без изменения. А в четном раппорте делаем перекрещивание. Снимаем 8 петель. И оставляем за работой. Провязываем оставшиеся 8 петель. Надеваем с дополнительной спицы петли. Делаем накид.
И между раппортами стягиваем. Нечетный провязываем без изменения. И вот у нас четный раппорт. Снимаем петли. Раппорт здесь у нас закончен, значит здесь нужно стянуть. Надеваем с дополнительной спицы. Делаем накид. И провязываем эти петли. Снимаем маркер. Переснимаем. И вяжем первый ряд. Накид сбрасываем. Вот, это будет считаться первый ряд. Опять вяжете 7 рядов. И 8-й ряд у вас будет на этой стороне. Снимаете маркеры и передвигаете в нечетные раппорты. И так вы их меняете, чтобы вам не ошибиться. Следующий перехлест у вас будет в нечетном раппорте, то есть в первом и в третьем. Затем снимаете другого цвета маркеры и устанавливаете их в четных раппортах. И в четных раппортах делаете перехлест, как вот сейчас мы сделали. В принципе, вот весь и узор. Итак, вяжем на ту длину, которая вам необходима. Итак, связала я шарф длиной 160 сантиметров. Мне этого достаточно. Вот здесь у меня перехлест. В этих нечетных местах я уже перехлест не стала делать. Провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рядов. По идее, это 8-й ряд. Буду сейчас вязать. Но поскольку мне уже перехлест делать не нужно, я буду закрывать петли. Я показываю, как буду закрывать я, а вы уже решайте, как закрывать вам. Значит, я пробовала закрывать петли спицами 5 миллиметров, 4 миллиметра. Мне не понравилось, потому что здесь будет шире
слабже, нежели в самом начале. Поэтому я взяла спицы 3 миллиметра. Эти две кромочные провязываю вместе. И чтобы край не был закругленным, я провязываю еще одну лицевую петлю. Дальше у меня идут изнаночные. Значит, я беру изнаночную за заднюю полупетлю, провязываю изнаночной. Петлю не снимаю. И за переднюю полупетлю тоже изнаночной. Теперь сняла и на эту петлю надеваю 2 петли. Опять изнаночная. За заднюю полупетлю провязываю изнаночной. Петлю не сбрасываю. За переднюю полупетлю тоже изнаночной. И 2 петли надеваю. Теперь у меня 2 лицевые. Сначала за переднюю полупетлю лицевой, потом за заднюю петлю полупетлю тоже лицевой. И надеваю 2 петли на крайнюю. Опять лицевая за переднюю полупетлю. Затем за заднюю полупетлю лицевой. И на эту петлю надеваю 2 петли. Дальше изнаночные. Ну, вы смотрите сами, попробуйте. Можно изнаночные провязывать как лицевые. Ну, а я решила изнаночные провязывать изнаночными. Сбрасываем. И теперь на нее надеваем 2 петли. Изнаночная. Изнаночная. И теперь лицевые за переднюю полупетлю, за заднюю, за переднюю, за заднюю. Чем этот способ хорош, что край полотна не закручивается. Ну, а вы выбирайте тот метод, который вам нравится. Ну вот, и закончила вязать этот шарф, и заказчику понравился. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.